Привет всем, дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Юлия. Кто меня не знает, можете ознакомиться с моим каналом. И если вам понравится, подписывайтесь. Вчера я выложила видео по поводу своего впечатления о официальном клипе Димаша Кудайбергена на его новую песню «История одного неба». Я в описании приложу ссылочку. Кто не видел, можете пойти посмотреть. Там нет самого клипа, там есть мои впечатления, мое мнение именно эмоциональное. Сегодня по настоятельным рекомендациям подписчиков, моих знакомых Диарс, я хочу посмотреть выступление с концерта в Алматы, исполнение «Истории одного неба» вживую. Я постараюсь в сегодняшней реакции смонтировать так, чтобы все-таки получилось вставить само видео. Дорогие мои, у меня не политический канал, и мне очень не хочется, чтобы создавались какие-то распри. Но одно хочу сказать. Человек, Димаш, 3 года работал над тем, что мы увидели. Он туда вложил все свои силы, всю свою позицию, всю свою боль за то, что невинные люди гибнут. Дети, гражданские, невинные люди страдают от того, что где-то наверху некие политические структуры действуют в своих экономических, территориальных, стратегических и так далее целях. Вот в 2 словах, что в этом вложено. Опять-таки, это мое мнение, но не только, потому что и Света, мама, и папа Канат в Инстаграме, когда делали объявление, да, о том, что вышел клип, самый дорогой, масштабный, да, фильм, мини-фильм, везде сказано «мир во всем мире». Но искусство и культура, они призваны вызывать у нас самые светлые чувства, разные эмоции, да, но все-таки в целях нашего какого-то возвышения. Все эти годы, как Димаш набирает свою популярность, все, не уставая, писали всегда: Димаш – посол мира. Димаш – космический посланец Вселенной для того, чтобы нас вывести на какой-то другой уровень отношений, понимания мира. Димаш – посланник, мессия мира. Вот такие слова звучат в его адрес во всех комментариях. И теперь человек 12, почти 13 минут поет, показывает, рассказывает, пишет надпись о мире, о единении всех народов, всех народов. А мы тут в комментариях друг другу будем писать: ты из этой страны, ты это поддерживаешь, ты это поддерживаешь. Ребят, вы меня простите, я буду просто удалять все комментарии, которые разжигают межнациональную рознь. Ну все, сейчас будем смотреть живое выступление, всегда более наполненное настоящими живыми чувствами. Поехали. Әлемде тыныштық болсыншы, бейбітшілік болсын, соғыс болмасын. Ешбір халық, ешбір ұлт, ешбір ел зардап шекпесін. Өйткені қарапайым кісілердің, қарапайым халықтың ешбір кінәсі жоқ. Сөздің шынына келгенде, ешбір қарапайым адамның кінәсі жоқ. Олар емес соғысты бастайтын мысалы. Сол себептен келесі орындалатын шығарма бір аспан тағдыр деп аталады. The Story of One Sky. Сіздердің құрметтеріңізге Пишите мне, пожалуйста, что сказал Димаш на казахском языке.
в это исполнение. Каждой клеточкой. Блин, зрители, не кричите во время исполнения, особенно во время вокализмов. Молчите, молчите. Молитва практически происходит, вы орете. Реквием, молитва, что вы кричите? кричите? Здесь тишина должна была быть.
Обычно мне, ой, обычно мне нужно долго отойти, чтобы что-то сказать, но здесь наоборот. Я не выдержала и во время прям видео высказывалась. Еще раз повторю. Люди, ну это же не Бузова, это же не Моргенштерн, это не, даже не какой-то просто хороший, но танцевальный какой-то проект, какой-то рок-концерт. Как можно пищать, кричать, вот молча? Это же вы вообще не понимаете. Вот кто кричал, я понимаю, возможно, эмоции. Я вас прощаю, потому что это любовь просто плещет. Но я вас прощаю, я шутя говорю, я понимаю, вам не нужно мое, это мое просто образное, так выражаюсь. Но когда с замиранием сердца человек выкладывает, рассказывает тяжелейшую, да, историю, рассказывает 3 года своего кропотливого труда, вывернул всю душу, содрал всю кожу, вот этим жестом, что он снял рубашку, он как будто сдирал с себя кожу, чтобы достучаться. Услышьте меня, мы выбираем жизнь. И эти все паломники, это же не зря разные звуки там. И он поет. Вот я чем больше слушаю, мне больше понравилось, честно говоря, живое вот сейчас исполнение, чем видеоклип. И живое исполнение, оно очень трогательное, оно трогает до глубины души, достает. И Димаш написал такую композицию, то есть она очень близка к тому, как составляется. Я не профессионал, не музыкант, но она близка к тому, как составляется действительно классическая симфоническая музыка. Она многосложная, там много чего нужно слушать, молча. Вы знаете, что на концертах классической музыки, пока вот не прозвучит вот самое последнее, вот дирижер не покажет, что конец, еще всегда несколько секунд, чтобы, если вы не разбираетесь в музыке, когда она закончилась, чтобы вы там между частями, вот между сезонами Вивальди не хлопали. Я, может, сейчас глупость скажу, но меня так научили. Убедиться, если ты не понимаешь, где точно конец, не только нота, прозвучавшая последняя, но и нота в воздухе, которая повисла, окончательная, когда артист поднял глаза, когда все опустили смычки, когда всем уже точно понятно, и провисело вот это несколько секунд тишины, переварили, услышали, немножко в этом флёре произведения еще, оно же в воздухе осталось, в памяти, в сердце, в дыхании вот это вот, в зале. Это живое исполнение. И когда оно уже точно-точно закончилось, тогда можно овации и какие-то браво, крики и одобрения. Но вот здесь я согласна, мы общались с Дерс в чате. Марина, привет тебе, кстати. Я согласна с тем, что абсолютно необходима пауза. Эти крики, вопли и восторги, они показывают восхищение, да, но это какое-то поверхностное восприятие, то есть оно какое-то детское, такое непосредственное. О, ура, ура! А где же наша глубокая зрелая позиция, что мы услышали тебя? Да мы с ума сошли вместе с тобой от того, что творится в мире. Где вот это? Пожалуйста, на будущее, Диерс, на концертах. Не кричите во время вокализов. Человек поет вживую, он сосредотачивается. Хлопайте в конце, когда все закончено. Кричите «Браво, Димаш, I love you», все что угодно кричите, когда там что-то происходит незначительное. Но, или когда человек призывает, скриминг, когда он призывает петь, дает микрофон в зал. Я была на концерте живом. Я люблю петь. Я знаю слова наизусть. Я пела только тогда, когда Димаш микрофон протягивал в зал. А когда какие-то потише моменты или серьезное произведение идет, трагическое, не надо кричать. Но это уважение такое, это понимание такое, я считаю. Ну, другое дело, когда, да, веселая музыка, все танцуют, веселятся, да, там что-то кричат, это уместно. А здесь нет. Вы меня извините, что я, возможно, долго разговариваю, кому это неинтересно, перематывайте, смотрите других реакционеров. Я не могу в 2 словах. Вау, классно, и все, я не могу. Если у меня что-то есть высказать, я делаю редко видео. Если делаю, я хочу высказываться свободно. Чем больше слушаю это произведение,
тем больше я замечаю, насколько красива музыка, насколько она продумана, какие интересные ходы. Мне очень понравились мелизмы в конце фраз, немножко по-другому это звучит, чем в других песнях. Очень интересный вокалист, такой разный, такой всеобъемлющий. Очень красивая музыка. Я с первого раза так ее не восприняла, честно говоря. Очень глубокий человек, Димаш. Очень высоко морально, духовный. Мы не знаем его лично. Естественно, при этом он простой земной парень, как он сам говорит, простой парень, наверняка с кучей недостатков. Он не робот, не святой, и мы этого не знаем и знать не хотим. Я говорю в том плане, в какой образ он несет, какой имидж он выбрал, какой месседж он выбрал для нас. И мы должны уважать. Если человек сказал, что он за единение всех религий, за объединение всех стран, неважно какого цвета кожи, неважно какая религия, мы все внутри. Если с нас снять одежду, потом обрить волосы, потом снять кожу, а потом еще этот мышечно-скелетный каркас убрать, что у нас остается внутри? Душа? Ой, ребят, на этом я буду закругляться. Кому интересно, тому интересно, кому понятна моя позиция, тому понятно. Я никого не обязываю меня смотреть, кому я не близка, вообще мне не нужны подписчики, которые просто мне для массы вообще не нужно. Мне важно, чтобы были люди, которые со мной на одной волне. Я желаю мира вашему дому, где бы вы ни были. Мы выбираем жизнь.